Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами обсудим тему, почему звездные души притягивают к себе токсичных людей, почему вокруг вас так много тех, кто пытается вас опустошить, унизить или сбить с вашего пути. И это не случайность. Темное всегда тянется к свету, но не для того, чтобы перейти на сторону света, а для того, чтобы погасить этот свет или украсть его силу. Ваш свет как магнит для энергетических вампиров. Токсичные люди лишены внутренней гармонии. У них мало своей энергии, поэтому они вынуждены питаться чужой. Токсичные личности существуют в состоянии хронического энергетического голода. Ваше высоковибрационное поле для них как оазис в пустыне. Они подсознательно распознают в вас чистый источник энергии, которую можно получить манипуляциями, эмоциональную отзывчивость, готовность давать внимание, высокий уровень эмпатии, способность чувствовать их боль. Они чувствуют ваш свет, вашу чистоту, вашу силу и бессознательно стремятся присвоить это себе. Особенно энергетические вампиры активны в периоды вашего духовного подъема. После общения с ними вы можете чувствовать усталость, раздражение или опустошение, будто вас выпили. Они цепляются за вас, потому что рядом с вами им легче скрывать свою тьму. Что же делать? Учитесь защищать свою энергию. Не подпускайте их слишком близко к себе. Энергетические вампиры всегда завидуют тому, чего не могут достичь. Вы живете из сердца, а не из эго. Вы не играете в социальные игры, не стремитесь к власти через манипуляции. И это их бесит, ведь они привыкли пробиваться хитростью и ложью. Они ненавидят вашу способность быть счастливым без их правил. Они злятся, потому что не могут стать такими же. Для этого нужно расти, а не разрушать. Что же делать? Не оправдывайтесь. Ваш свет — это ваше преимущество. Это то, что делает вас сильнее. Ваше присутствие ускоряет карму энергетических вампиров и срывает их маски. Темные души боятся правды, а вы — живое зеркало, в котором они видят свое истинное отражение. Ваша энергетика высвечивает их ложь, агрессию, фальшь. Вы подсвечиваете их нерешенные проблемы. Ваша энергетика ускоряет проявление последствий их действий. В вашем присутствии они чаще прокалываются в своей лжи, начинают совершать очередные ошибки, испытывают беспричинный гнев или страх. Они не выносят этого и поэтому атакуют через сплетни, клевету, попытки унизить вас. Что же делать в этом случае? Не вступайте в их игры. Молчание — лучший ответ. Энергетические вампиры не хотят меняться и злятся, когда вы пытаетесь их спасти. Многие звездные души ошибочно верят, что могут исцелить токсичных людей любовью. Но правда в том, что они не хотят меняться. Они выберут агрессию, лишь бы не признать свою тьму. Подсознательно они чувствуют, что изменение — это боль. Их эго создает иллюзию комфорта в текущем состоянии. Духовный рост требует отказа от привычных схем, поэтому они будут выворачивать вашу доброту против вас самих. Что же делать в этом случае? Перестаньте тратить свои силы на тех, кто не готов меняться и идти к свету. Ваш свет как зеркало, в котором энергетические вампиры
видят свою тень. Когда токсичный человек рядом с вами, он подсознательно видит свою пустоту, свою неискренность, свою душевную нищету. Вы становитесь живым отражением того, что они подавили в себе способность любить, что они потеряли свою детскую чистоту, что они боятся признать свою истинную природу. Но вместо того, чтобы работать над собой, они злятся на вас, будто это вы виноваты в их несовершенстве. Что же делать в таком случае? Не принимайте их агрессию на свой счет. Это их боль, а не ваша. Энергетические вампиры хотят сбить вас с пути, чтобы вы не выполнили свою миссию. Ваш успех, ваша радость, ваша духовная сила доказывают, что можно жить иначе. И это пугает тех, кто привык управлять через страх или манипуляции. Поэтому они будут смеяться над вашими мечтами, убеждать вас, что вы слишком наивны, давить на вас, чтобы вы усомнились в себе. Что делать в таком случае? Помните, их слова — это проекция их собственных страхов. Вас невозможно контролировать, и это сводит энергетических вампиров с ума. Вы не играете по их правилам, вы не боитесь одиночества, вы не зависите от их одобрения, и это лишает их власти над вами. Они будут пытаться заставить вас сомневаться, давить на жалость, манипулировать через чувство вины. Что же делать в этом случае? Держите границы. Ваша энергия принадлежит только вам. Ваша безусловная любовь обнажает их ограничения. Когда токсичный человек сталкивается с вашей способностью любить без условий, он подсознательно осознает свою неспособность к глубоким чувствам, потребительское отношение к любым взаимоотношениям. Но вместо того, чтобы учиться любить, они испытывают ваши границы провокациями, высмеивают вашу щедрость, требуют доказательств вашей преданности. Что же делать? Учитесь сохранять баланс между добротой и мудростью. Настоящая любовь не требует жертв. Ваше присутствие ускоряет кармические уроки для энергетических вампиров. Рядом с вами токсичные люди неосознанно чувствуют неотработанные кармические долги, последствия своих неправедных поступков, приближение расплаты за ошибки. Но вместо осознания они обвиняют вас в своих неудачах, впадают в иррациональную агрессию, пытаются передать вам свою негативную карму. Что же делать в таком случае? Не вмешивайтесь в их кармические процессы. Держите дистанцию в периоды их кризисов. Ваша энергия нарушает их привычную тьму. Ваше высоковибрационное поле создает дискомфорт в их низкочастотной реальности, подсвечивает убогость их жизненных схем, напоминает об упущенных возможностях роста. Но вместо эволюции они выбирают активное сопротивление вашему свету, попытки втянуть вас в свою тьму. Что же делать в такой ситуации? Не вступайте в борьбу с ними. Тьма рассеивается сама, когда вы просто светите. Энергетические вампиры ненавидят вашу свободу от их правил. Ваша независимость показывает им искусственность их социальных масок, бессмысленность их манипулятивных игр, возможность жить вне системы контроля. Это вызывает яростные попытки поставить вас на место, вызывает их желание распускать сплетни о вашей неадекватности, создавать провокации с целью вызвать вашу эмоциональную реакцию. Что же делать? Игнорируйте их. Ваша свобода — лучший ответ. Ваша целостность обнажает их внутренний раскол.
Рядом с вами они остро ощущают разрыв между своей ложной личиной и истинным «я», пустоту за материальной мишурой, духовный голод, который нельзя утолить деньгами или властью. Их реакция — это проекция на вас их собственной нецелостности. Это навязчивые попытки найти в вас изъяны, злорадство при ваших временных трудностях. Что же делать? Не оправдывайтесь. Ваша целостность не требует доказательств. Как защитить себя? Не спасайте тех, кто не просит о помощи. Не доказывайте свою ценность. Уходите без объяснений, если чувствуете тьму. Помните, их агрессия — подтверждение вашего света. Вы пришли не для того, чтобы страдать. Вы пришли, чтобы сиять. Важно помнить, каждое такое испытание — проверка на верность своему пути. Чем ярче ваш свет, тем яростнее атаки тьмы. Но именно поэтому вас и выбрали для этой миссии. Вы достаточно сильны, чтобы выстоять. Продолжайте светить. Мир меняется через таких, как вы. И никакая тьма не сможет погасить ваш свет, если вы сами не позволите это сделать. И на сегодня я с вами прощаюсь. Свои рассуждения на данную тему можете писать в комментариях. И до следующих встреч. До свидания.